Приветствую, мои золотые, и на этот раз я решил сделать более чиловое видео, но при этом информативное. Я наглядно хочу показать вам, чем отличается Energon и Energon Pro, потому что ко мне наконец-то приехала Pro-версия Energon, которая, как вы уже видите по размерам, давайте также вот так сделаю. Вот. Так вот, видите? Даже по размерам можно сказать, что они уже отличаются, правда? Да ладно! И дело в том, что Energon Pro теперь имеет размер 500 на 500 миллиметров, что меня только радует, потому что это один из моих любимых размеров после XL размера Артизана 42 на 49, и то этого мне чуть-чуть не хватает, а вот 500 на 500 прям идеал. Итак, первое, что я сразу заметил, это даже не разница в этих ковриках, а в упаковке. Давайте я вам сейчас продемонстрирую. Смотрите, здесь закруглили края упаковки, чтобы она проще закрывалась, потому что каждый раз, когда я хочу упаковать обратно ламзу Energon обычный, у меня постоянно застревали вот здесь уголки. Теперь их просто нет. Ну и также теперь здесь кружки вот эти все черного цвета. И надпись здесь у нас Energon Pro. Итак, кроме разницы в размерах и упаковке, что же нас ждет дальше? Неужели верхний материал у нас разный? И я хочу сказать вам, может даже кого-то огорчу, но нет, все одинаковое. Скорость, скольжение, все одинаковое. Материал тот же самый. То есть, что здесь на Energon Pro, что на засранном Energon стандарте. Кстати, специально не помыл коврик, и отдельное спасибо моему подписчику, который предоставил этот Energon для сравнения. Я хотел вам показать, не стирая его, насколько скольжение вообще не меняется у ламзу Energon. Но в плетении, как мне показалось через лупу, есть все-таки разница. Здесь плетение вот такое горизонтальное, здесь же оно по диагонали. Скорее всего, это помогает в Energon Pro делать абсолютно одинаковые значения скольжения мышки по вертикали и горизонтали. Здесь же, возможно, по горизонтали чуть хуже скользит мышка. Следующая огромная разница — это строчки. Как помните из обзора, вот строчка обычного Energon. А теперь глянем на Pro-версию. И вот просто посмотрите, насколько она на голову выше. Да, они обе, эти строчки, сделаны ниже основной поверхности и вообще никак не ощущаются мышкой. Но то, как они сами прошиты, сверху на данный момент обычный Energon. Но это прям... Если вы не замечаете, я прям замечаю то, что она стала, во-первых, меньше, еще ниже и еще аккуратнее. И, наконец-то, подложки. Здесь, как вы помните, неопрен. Он такой довольно нежный. Но в Pro же у нас не похожий по текстуре на артизаны японский паром, с которым теперь ничего не будет, в отличие от неопрена. Что я имею в виду? Часто я слышал, что у владельцев Energon, если они на ночь, например, кладут наушники на коврик, то с утра они находят следы на нем. И эти вмятины очень долго проходят. Причем на пароне такого нет, и давайте я вам легко это продемонстрирую. Прости, подписчик, если ты не хотел этого видеть, но мне придется. Вдавливаем в обычный Energon и ждем. Так. Видите? До сих пор следы. И они по чуть-чуть
уходит. И оно еще будет тут. Да, я прям еще чувствую. Мы даже успеем, похоже, сделать что-нибудь такое на пароне. Итак, убираем. Пока я подведу к камере, следы могут уже исчезнуть. Вот следы. И они уже практически исчезли. Когда же на неопрене, до сих пор я их чувствую. Здесь же я, еще чувствую, но уже практически ушло. А здесь прям чувствую явные впадины, которые уйдут, наверное, только через часик, может полчаса. Здесь же, опа. Все, ушло. Да, я перестал чувствовать. Вот, и давайте же чуть-чуть сравним Energon Pro с его старшим братом Artisan Raiden. По скорости Artisan Raiden явно медленнее Energon. Я прям чувствую, как Energon Pro намного быстрее, даже на Xsoft пароне. Итак, следующее, что я хочу показать, это то, что строчки здесь стали очень близки, но на Артизане все равно чуть тоньше. И наконец-таки, приблизились ли Lamzo Energon Pro по мягкости к Xsoft подложке от Artisan? Вот я трогаю и чувствую, что Energon Pro все-таки чуть тверже, прям совсем чуточку. И здесь повлиял также верхний материал, он более такой, как сказать, жесткий по сравнению с тканью на Artisan Raiden. По толщине они как будто не одинаковые, либо просто эта подложка более твердая. Вот. Итак, стоит ли покупки Energon Pro? Если вы найдете его за 4500 и еще у вас нет обычного Энергона, однозначно рекомендую Energon Pro как один из самых лучших быстрых ковриков, потому что здесь не нужен вообще рукав, здесь ощущение прям гладкости. Прям Ламзу взяли и довели до ума обычный Энергон. Сделали чуть больше размер, сделали круче строчку и поставили здесь парон, который не будет так же вдавливаться, как неопрен. Вот здесь я все еще чувствую вмятины, в отличие от этого коврика. И по скорости это даже быстрее Raiden Xsoft. Поэтому, ребята, советую вам Lamzo Energon Pro, но при условии, что вы за него не будете платить цену Артизана и то, что у вас нет Энергона обычного, потому что разницу вы практически не ощутите, кроме того, что неопрен действительно более нежный материал, чем парон. Пишите, что думаете вы, понравился ли вам такой формат, делать ли его дальше, потому что, у меня теперь появился стол, который можно поднимать по высоте, и есть у меня такой широкоугольный объектив, в который многое влезает. А с вами был Лиман Маклайм. Пока!